Привет, армия. Мне есть что сказать, и, к сожалению, на этот раз речь не о комиках, а о чем-то гораздо более серьезном, так называемом сообществе Тэхёна и Чингука. В последнее время мы переживаем непростые времена, и кажется, что сохранять спокойствие становится все труднее. Наших маленьких тэгуков таскают повсюду, фандомы используют их как инструмент для привлечения внимания, связывая их со своими любимчиками только ради шумихи, не задумываясь о последствиях. В последнее время интернет наводнили утекшие в сеть фотографии и видео Тэхёна, бегающего с друзьями. То, что поначалу казалось невинным, быстро превратилось в зону боевых действий. Тэгуки, когда-то сообщество, объединенное любовью и восхищением Чингуком и Тэхёном, теперь разобщены, обрушиваясь друг на друга с обвинениями, осуждениями и нападками. Во-первых, я хочу остановиться на том, что, похоже, забыли на конфиденциальность. Кто-то где-то сделал эти фотографии и записал эти видео, но настоящий вопрос в том, почему они распространяются так быстро и без каких-либо раздумий. Поистине тревожно видеть, как аккаунты, которые когда-то твердо заявляли, что публикация материалов из неизвестных источников без согласия соответствующих сторон неправомерна, теперь открыто делятся ими ради внимания и лайков. И среди всего этого, похоже, многие забыли, что Тэхён больше, чем просто публичная фигура. Он человек со своими эмоциями, с моментами спокойствия, которые тоже нужно беречь. Он заслуживает того, чтобы выходить на улицу, бегать, смеяться и проводить время с друзьями, не становясь объектом внимания в социальных сетях. Но в этом хаосе его человечность теряется среди постов, хэштегов и бесконечных споров о том, что он должен был или не должен был делать. Еще печальнее то, что из всех циркулирующих постов лишь немногие выражают что-то искреннее, радость видеть Тэхёна счастливым, беззаботным, живущим в окружении людей, которые любят и заботятся о нем. Потому что это первое, о чем я думаю, когда вижу эти фотографии. Я вижу кого-то, наслаждающегося простым моментом, и мне становится легче от осознания того, что, несмотря на весь шум, он все же нашел пространство, где может быть собой. Однако, похоже, для некоторых людей счастья другого человека недостаточно, если его нельзя превратить в контент, и, к сожалению, это отражает основную проблему. Речь уже идет не только о фандоме, речь идет о том, как мы нормализовали вторжение, критику и постоянное потребление каждого шуга артистов, забывая, что они тоже чувствуют, они тоже устали. И им тоже нужно дышать. То, что происходит в сообществе Тэхёна и Чингука, не единичный случай, это отражение того, что происходит во многих пространствах, где любовь к артистам сливается с одержимостью контролем. И когда эта граница пересекается, все, что делало эти первоначальные отношения особенными, теряется. Потому что быть фанатом не должно означать владеть, это должно означать сопровождать, это не должно означать наблюдать, это должно означать понимание. Мы знаем, что Тэхён и Чингук всегда вместе, что они разделяют каждый возможный момент, и что в каждом выступлении они демонстрируют связь, понятную только им. Однако, как любая пара или другая настоящая связь, они не могут быть вместе 24/7. Давайте научимся уважать их, ценить их личную жизнь и время, которое каждый из них должен делить со своими друзьями, которые также являются частью их ближайшего круга. Мы все знаем, что Тэхён и Чингук всегда возвращаются к нам по-своему и в свое время, показывая нам невероятную любовь, которая не нуждается в объяснениях или доказательствах. Вот почему, когда приходят эти подлинные моменты, которые они дарят нам естественно, мы должны принимать их с благодарностью и без преувеличения. Давайте не будем уподобляться тем, кто пытается навязать очевидное, потому что, когда приходят истинные моменты Тэхёна и Чингука, они делают это с силой, с правдой и с красотой, которая не нуждается в приукрашивании. Я знаю, что сейчас тяжело, я знаю, что многие из нас скучают по Чингуку, Тэхён и магия, которую они излучали вместе, но мы также знаем, что терпение всегда ценно, что молчание иногда является началом чего-то прекрасного, и что когда Тэхён и Чингук решают раскрыться, они делают это с искренностью, которая развеивает все сомнения. Их любовь и связь были настолько сильны, что, когда они вышли наружу, правда казалась настолько реальной и сияла так ярко, что заставляла замолчать тех, кто когда-то сомневался в них. И снова те, кто высмеивал или выдумывал истории, в конце концов вернулись в свою прежнюю яму, побежденные реальностью, которая всегда говорит с нами через них. Сегодня утром первым, что я увидел, была фотография.
На мгновение я подумал, что это УГА и Чингук, и, честно говоря, я почувствовал всплеск эмоций внутри, ту самую радость, которую мы все испытываем, когда скучаем по ним. Но я быстро вспомнил кое-что важное, неважно, Чингук это или нет, потому что больше всего я ценю их право на личную жизнь, на то, чтобы наслаждаться своим временем, не подвергаясь спекуляциям. Я без колебаний ничего не публиковал, потому что понимаю, что уважение к ним важнее, чем просто лайки или признание. Это решение, пусть и кажущееся незначительным, было способом защитить их. Теперь предположительно всплыло новое фото Тэхёна, якобы обедающего с Сон Каном, Ким Йон Дэ и Джи Хёном из NCT, который также является участником линии 97. И как это часто бывает, некоторые поклонники Тэхёна спорят, было ли это в один и тот же день. Есть ли среди них Чингук или нет? Но имеет ли это значение? Давайте будем рады за Тэхёна, давайте улыбнемся, когда увидим, как он делится с друзьями, наслаждается простыми моментами, показывает себя таким же теплым человеком, каким он всегда был, давайте не будем усложнять им жизнь, давайте не будем подпитывать слухи, которые только создают хаос и разжигают огонь для тех, кто не понимает, какой на самом деле Тэгук. Тэгук настоящий, не потому, что мы так говорим, а потому, что они сами, не говоря многого, показывают нам это каждым жестом, каждым взглядом и каждым общим молчанием. Они дали нам тысячи доказательств того, что их любовь настоящая, что есть связь за пределами видимого. И каждый раз, когда они возвращаются, они напоминают нам, что любовь не нуждается в постоянной демонстрации, только доверие, терпение и уважение. Итак, давайте сохраним эту тихую уверенность, безмятежную веру в то, что истина, не нужно кричать, чтобы почувствовать, потому что Тэхён и Чингук всегда возвращаются, и когда они это делают, все снова обретает смысл. Когда двое действуют, намерение произвести впечатление очевидно, есть настоящее усилие, безмолвная хореография, которая подразумевает, что все было спланировано, что каждый жест ищет реакцию, но когда два человека по-настоящему понимают друг друга, им не нужно репетировать или что-то готовить, их движения текут, их взгляды встречаются естественно. И улыбки возникают без предупреждения. Вот что происходит с Тэхёном и Чингуком. Они не ищут друг друга, чтобы привлечь внимание или притворяться. Они ищут друг друга, потому что так работает их связь, потому что есть безмолвный магнит, который неописуемо притягивает их друг к другу. Они привыкли к близости, они прикасаются друг к другу без страха, они смотрят друг на друга с искренностью, превосходящей видимое. И в этой повседневной близости, в жестах, которые могут показаться простыми, раскрывается глубокое и уникальное общение, почти необъяснимое для наблюдателей. Все это часть их способа быть вместе, их способ быть вместе без усилий, и когда что-то повторяется так часто, так постоянно, это перестает быть совпадением и становится свидетельством истинной связи. Мы знаем, что Тхэкук всегда вместе, что они разделяют каждое возможное мгновение. И что в каждом публичном или личном появлении они демонстрируют связь, понятную только им, безмолвную связь, не требующую объяснений. Но, как и любые настоящие отношения, они не могут быть вместе 24/7, им нужно пространство, моменты для себя, для друзей, для окружающего мира, который тоже является частью их жизни. Давайте научимся уважать это, ценить их личную жизнь, понимать, что их связь зависит не от публичного внимания, а от того, как естественно они выбирают друг друга день за днем, от доверия, которое они выстраивают каждым общим жестом. Во многих запечатленных моментах Тэхён и Чингук демонстрируют настоящую близость. Они словно живут в своем собственном мире, пространстве, где им не нужно говорить, чтобы понять друг друга. Их тело реагирует друг на друга так, словно они точно знают, что делать в любой момент. Если один движется, другой следует за ним. Если один касается, другой отвечает. Это минимальный жест, почти незаметный, но многозначительный. Он говорит о глубоком взаимопонимании, которое невозможно подделать. Неважно, находятся ли они перед камерой или в окружении других, они делают это не задумываясь, как будто никого больше нет, их внимание и забота сосредоточены исключительно на присутствии друг друга. Каждый общий смех, каждое уютное молчание, каждый долгий взгляд создает свой собственный язык, бессловесное повествование, известное только им. Это связь, скрепленная рутиной и повторением, общей стойкостью без необходимости что-либо доказывать, потому что подлинность не требует аплодисментов или внешнего подтверждения. И в этой простоте и заключается красота их отношений. Им не нужно приукрашивать свое общение,
Они не пытаются произвести впечатление или манипулировать эмоциями, они просто есть, и эта правда ощущается в каждом мгновении, которое они разделяют. Их близость, какой бы мимолетной она ни была, отражает абсолютное доверие, безоговорочное принятие и способность наслаждаться присутствием друг друга без усилий. Возможно, именно это делает их уникальными. Они не хотят, чтобы их видели, они хотят, чтобы их понимали. Они действуют не ради мира, а ради своего общего мира. И в этой подлинности кроется магия их отношений, магия, которая ощущается даже в мельчайших деталях, и которая побуждает тех, кто ее наблюдает, оценить истинность подлинной связи, которая не притворна, а прожита со свободой и уважением.